Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 360! Ухелянд бежал с окраины. Дамы и господа, честной люд, всем салют. Рад вас приветствовать на канале Влог 360. Спасибо, что заглянули. Для тех, кто не знал, меня зовут Сергей. Я являюсь автором не только этого канала. Да, немножко саморекламы. Как многие пишут, самореклама. Ребят, не нравится, проходим дальше. Да? Я никого не тяну смотреть или подписываться. Видите, QR-коды, музыкальный канал и влоговый канал. Немножко путешествий, отели, дача, Швеция, Норвегия. Понравится, проходите, подписывайтесь. Также найдете ссылки в описании. Ну и для особо одаренных, да, я работаю, больше 30 лет стажа, чтобы не спрашивали, да, и тупые комментарии не писали. Беспрерывного. Вот. И налоги я плачу. Это для особо одаренных. Ну а теперь перейдем к ролику. Не к кролику, а к ролику. Вы это уже видели, как она пыталась немцев, ну, как сказать, обосрать, можно сказать тогда. Вот. Ну, так оно и есть, в принципе. И опять она выступила. Dem Streckenverlauf 1,5 Kilometer folgen. Хорошо. Выступила со своим высказыванием. Давайте сейчас послушаем, она отвечает на комментарии. Я сделал подборочку небольшую роликов. Кстати, эти ролики я сам не снимаю. Они снимают сами себя. Не надо мне впихивать то, что это я тут развожу эту всю муть. Я их только нахожу и показываю вам. А вы пишите комментарии. Давайте посмотрим сначала ее высказывание. Вернее, ответ на комментарий. А это эти с 3 высшими образованиями? Да, эти с 3 высшими образованиями. Я тоже так сказал. Ну, извините, конечно, Нет, никаких извинений не принимаются. что мы с Украины все с 3 высшими образованиями, все красивые, успешные, богатые. Я с тобой не соглашусь. Красивый, успешный, богатый есть. Но слово «все» тут вообще никак не подходит. И жили лучшую жизнь, ну я не знаю, ну что еще я могу вам ответить? Ну, извините, что мы такие, а вы несчастные, жалкие бомжи беззубые. Ну, не каждому дано царскую жизнь жить, извините, конечно. Вот, не каждому дано прожить такую царскую жизнь. Бомжи мы тут. Вот так она высказалась на комментарии. Вы уже видели про нее ролик. Ну, она, в принципе, только грязь и льет везде. А теперь я покажу вам про образование. Я тоже не согласен, так как нельзя в 25-26 лет иметь 3 Nach образования. 50 Metern im Kreisverkehr dritte Ausfahrt Siegfriedstraße nehmen. Извиняюсь. Нельзя иметь 3 образования, выученных полностью, да. Ну, никак это не будет функционировать. Я нашел ролик, как человек объясняет, как легко. Nach 400 Metern im Kreisverkehr geradeaus auf Siegfriedstraße bleiben. Вот вы со мной теперь катаетесь, видите, Зигфридштрассе. Как легко приобрести образование за деньги. Давайте посмотрим. Купить липовый диплом на Украине несложно. А вернее, процедура покупки различных дипломов высшего образования. Все это проще пареной репы, друзья. Давайте вначале послушаем, как хвастается одна украинская беженка в Германии своим дипломом, и после я расскажу вам, как покупаются и сколько стоят такие красные корочки на Украине. Давайте посмотрим. Ich habe ein rotes Diplom mit Auszeichnung. Не. Так что для всех немцев говорю, я пойду на работу тогда, когда выучу язык до уровня C1, переведу диплом и буду работать в IT-сфере. Почему нет? Да? Вы вообще видели в своей жизни красный диплом? Нет, мы даже слаще морковки ничего не пробовали. Или вы плохо занимались? Поэтому, может быть, вы полы пойдете мыть, а? Не так ли? Чус. Всем привет!
Итак, друзья, купить украинский диплом всего за пару дней и без учебы нет ничего проще. В интернете десятки сайтов предложат вам такую услугу. А вот один из таких телефонных контактов на главной странице сайта, где простой человек попытался дозвониться. Так, это не реклама. Опять же говорю, ролик это не мой, я его нашел в интернете, и это не реклама. И я не советую переходить, звонить по этому телефону и каких-то действий предпринимать. Давайте для полного понимания послушаем, ребята, что из этого получилось. Смотрим. Добрый день. Меня зовут Андрей. Я увидел ваш телефон на сайте по поводу покупки дипломов. Вот хотел проконсультироваться, как это можно сделать, сколько это стоит. Цены на сайте актуальны. Для того, чтобы заказать, надо заполнить анкету на сайте в разделе «Купить диплом». И наши менеджеры в течение суток звонят. На сайте, друзья, стоят цены под каждым из образцов различных документов всех вузов страны. И срок изготовления, вы не поверите, друзья. Срок всего несколько дней, и вы уже дипломированный работник с высшим образованием. Меня беспокоит немножко вопрос безопасности. Какие дипломы лучше всего заказывать? Меня это интересует техническая или экономическая специальность. А меня интересует, красный можно заказать диплом, как у той тетки был? А то на полы не хочет мыть. Чем старше диплом, тем труднее его проверить. То есть лучше начало 2000-х годов, получается? Ну да, а еще лучше до 2000-го. А еще сложнее проверить старые вузы, которые работали на неподконтрольных территориях. К ним по базам, как выяснилось, нет полного доступа. Поэтому народ повально начал скупать различные дипломы. Кстати, сейчас в украинском правительстве кинулись на то, что число дипломированных работников превышает число когда-либо учившихся в вузах студентов на Украине. Ну скажите, как это возможно? Ну как это возможно? Поэтому и в Германию попало очень много фальши. В стране уже зафиксировано более 500 случаев выявления липовых дипломов у украинских беженцев, но немецкие власти почему-то не спешат обнародовать эту информацию. А сколько людей, которые не подают на подтверждение свои дипломы? И их очень много, так как они просто не могут выучить язык, и из-за этого все добро у них хранится и пылится в шкафах дома. Из-за строгих немцев получается так, что денежки у некоторых граждан Украины потрачены были напрасно. Это хорошо. А ведь у многих были куплены также водительские права и еще различные справки, друзья. Пишите, а что вы думаете по этому поводу, ребята. Мне будет интересно узнать ваше мнение. На этом у меня все, друзья. Вот такая информация была у меня на сегодня для вас. Спасибо за комментарии и просмотры, друзья. Желаю всем позитива. До новых встреч. Да, друзья, вот, пишите. Мне очень интересно. Кстати, это кто-то каишный какой-то был голос. Ну, по крайней мере, он показал, да, примеры, как и что. Также можете написать вы, оставить свое мнение. Как вы думаете по поводу купленных дипломов? Мне очень интересно будет. Я вас попрошу об этом сделать. Я скажу вам одно, то что, да, я согласен, что есть, так как это не один пример. И вот он сказал, этот КАИ сказало, якобы озвученное видео, то, что права, много купленных прав. Да, я приготовил еще вам ролик один по поводу украинских прав. Давайте посмотрим его. Так как они сейчас хотят вообще себе права менять чуть ли не без экзаменов, да, там пишут петиции всякие, скачут, прыгают, в общем, хотят опять халявно, чтобы поменять, не хотят учиться. А это небезопасно, быть на дорогах. Вот ролик, давайте посмотрим, что расскажут нам. Украинцу грозит срок лишения свободы до 3 лет за замену водительского удостоверения с украинского на польское, но только поддельного. Вот о чем я и говорил, поддельные права. У него было купленное, как оказалось, украинское водительское удостоверение. Он пришел в Ужгород, если я не ошибаюсь, на Биланах, хотел поменять. Чиновник, или как там их называют, которые сидят в этих ужендах, заподозрил неладное, что эти водительские права являются не настоящими, сообщил в полицию. Правильно сделал, правильно. Соответственно, полиция эту информацию подтвердила, и теперь, к сожалению, ему грозит срок до 3 лет лишения свободы. Наши люди, к сожалению, даже и на замене прав с украинских на польские Не только в Польше, в Германии тоже смогли уже отличиться. Nach 600 смогли отличиться. Друзья, старайтесь быть аккуратнее, не делайте таких махинаций, потому что рано или поздно
может с вами сыграть это все очень злую шутку, как банально с этим человеком. Так что будьте аккуратны, всем добра. Вот, по поводу «будьте аккуратны», я не скажу, учитесь. Просто учитесь, да? А то, что если они поддельные, быть аккуратным, это все бред, да? С ними я тут не согласен. Rechts Вот, теперь мне очень интересно, опять же, узнать ваше мнение, как вы относитесь к такому купленным правам. dem Перед- Straßenverlauf von 5 Kilometer folgen. Передвигаться по дорогам с купленными правами и работать в различных сферах с купленными дипломами. Как вы на это смотрите? Вы приходите к врачу, а там тетка злая с купленным дипломом. Алло? Ну вот вылечит она вас. Вот такие дела. Напишите, пожалуйста. Также, если вам интересно, видите QR-код, это телеграм-канал. Можете также найти эту ссылку в описании под роликом. Переходите, также оставите свой ролик или комментарий. Если вы адекватный человек, добро пожаловать. А тут была одна злая тетка, говна на вентилятор накидала, всех обозвала и убежала. Да? Не, я блокировал ее потом. Ну, слишком много она начала. В общем, неадекватная тетка. Вот так вот. Переходите. Общаются на всевозможные темы, да. Начиная от кухни, заканчивая музыкой. Там все есть. Очень хороший коллективчик, добрый. И также не забываем подписаться на этот каналчик, лайк, комментарий, пальчик вверх, пальчик вниз, любое движение. Лень писать комментарии, ну, поставьте точку, знак восклицательный, улыбку, смайлик, еще что-нибудь. Любое движение для алгоритмов Ютуба приветствуется, да, и продвигаются ролики. Ну, а если ролик, конечно, уйдет, наберет просмотры, это хорошо. Мы ведь несем добро. Да, мы не хотим, чтобы с поддельными правами и дипломами по дорогам ездили. Всем добра, удачи! Слушай, братцы, расскажу вам не тая, как учился я серьезно, гордость курса был же я. Был я доктором бумажным и хирургом хоть куда. На бумаге гений, просто в жизни, ну, почти звезда. Я лечил такие хвори, что учебник плакал сам. Вставил подпись размашиста, профессор Абрашам. А потом решил, довольно, мир давно меня зовет. Сел с дипломом в чемодане и вперед в аэропорт. Твой диплом, мой диплом, золотая печать. Я с тобою собирался Европу спасать. Думал, выйду, оркестр, каравай и прием. А в ответ терминал и табло. Анбелду ждем. Я ведь был еще и летчик, покоритель всех орбит. Космонавтом стал заочно, интернет мне подтвердит. Инженером был, ракетным строил спутник и во сне. А по факту кофе ношу в маленьком кафе. Я психолог и бухгалтер, и юрист международный. На бумаге просто чудо, специалист народный. Приезжаю я в Германию, говорю, вот это я. Мне тихо отвечают, а признание где, друзья? Ой, диплом, мой диплом, ты красив и велик. Но чиновник посмотрел и задумчиво прийти сказал: может, ты гений, может, даже герой. Но сначала подтверждение, а потом уже бой. По кабинетам собирал 100 печатей, переводы, опостили целый ворох новостей. И в итоге понял мудрость, что смешна и так проста. Без реальных знаний корочка, просто лист листа. Так что если ты учился, учись уже до конца. Не для фото и печати, а для дела и ума. Диплом пусть будет честный, пусть не громкий, но живой, чтоб в любой стране сказали: вот специалист какой.